Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Испанский хлеб, точнее его разновидность, приготовим сегодня с вами. Интересный рецепт, необычный вид, хороший вкус и хлеб точно не будет пресный. Будет воздушный, мелкопористый. Обо всем по порядку, давайте скорее начнем. Начнем с теста. Оно будет у нас на свежих дрожжах. Понадобится 12 граммов. Смешиваем их с сахаром в количестве 25 грамм. Сахар поможет дрожжам растаять. Они станут жидкие. Скажу сразу, хлеб сладковат. Если планируете к основным блюдам его готовить, то сахара добавляйте чайную ложку. Вливаем 150 мл теплого молока. Сразу высыпаем 100 граммов муки и перемешиваем тщательно. Это у нас опара. Оставляем ее буквально на 20-30 минут. Уже за 20 минут дрожжи поднимутся. Перемешиваем опару. Всыпаем 3 грамма соли и по ложке муку. Добавим в тесто еще для вкуса 40 граммов слегка растаявшего сливочного масла, которое с успехом можно заменить на растительное, но его нужно будет меньше. И можно вымешивать тесто руками. Чем лучше будет вымешано тесто, тем меньше будет крошиться хлеб после остывания. Количество муки может немного разниться, все зависит от ее свойств. Нужно добиваться мягкой, не липкой структуры, чтобы тесто обязательно держало форму и не растекалось, это важно. Что касается муки, ушло ровно 260 грамм вместе с той, что была использована для опары. Вес самого теста получился 480 грамм. Этого вполне достаточно для одной булки хлеба. Чуть позже вес добавится, и сколько будет точно весить в готовом виде, скажу в конце. Обмазываем тесто остатками масла. Также слегка смажем миску. И все, накрываем, ставим в тепло на 1 час для брожения. Когда тесто увеличится вдвое, достаем его. Сразу не нужно его мять, просто растягиваем руками. Сворачиваем, фиксируем каждый поворот. Тесто нельзя тянуть через силу. Насильно не сворачивайте, потому что хлеб потом просто лопнет. Может быть сбоку, сверху. Причем при расстойке вы даже этого не заметите, что что-то не так. Накрываем на 10 минут, чтобы тесто снова смягчилось. Заготовку хлеба мы снова растягиваем, но сворачиваем уже в другую сторону. Здесь очень важный момент. Если туго идет, значит мало времени оно полежало. Округляем булочку и оставляем для подъема. В тепле накрываем. Сразу на противне засекаем 30 минут. Хлеб должен хорошо увеличиться перед тем, как его поставим в духовку. И пока можно смешивать 15 граммов сахара, 7 граммов дрожжей, также до жидкого состояния. Это мы делаем тесто для обмазывания хлеба, который и придает вкусную красивую корочку. Вливаем немного теплого молока, всего понадобится 35 грамм. Добавляем частями рисовую муку и соль, буквально щепотку. Подливая остатки молока, доводим тесто до средней густоты, чтобы оно не стекало, но при этом легко намазывалось. Будем использовать кисточку. Не забываем, конечно же, еще влить 3 мл растительного масла. Рисовой муки ушло ровно 35 грамм, чтобы достичь вот такой густоты. И все, тесто готово, оставляем его тоже на 30 минут. Посмотрите на результат, 30 минут прошло. Аккуратно смазываем поверхность всего хлеба рисовым тестом. Именно такое тесто, не содержащее клейковины, будет расплываться вместе с хлебом, образуя трещины. В этих трещинах и заключается сам хлеб. Это испанский жирафий
или его еще называют тигровый, леопардовый хлеб. Выпекаем хлеб в заранее разогретой духовке. Температура выпечки для газовых плит 190 градусов, средний уровень. Если вы обладатель духовки электрической, то можно ставить конвекцию, нагрев низ, но температура должна быть меньше 170 градусов. Время выпечки около 35 минут. В моей электрической духовке жирафий хлеб выпекался ровно 30 минут. Даем хлебу остыть на решетке. Ничем его не нужно накрывать. Смотрите, какой он красивый. Хлеб до конца не остыл, но уже заметно, какая хрустящая корочка. Видно, какой легкий и воздушный мякиш. Вес его не изменился, так как мы добавляли еще рисовое тесто, поэтому он также весит 480 грамм. Однозначно сказать, что это сдобная булочка, я не смогу, так как хлебный вкус все-таки присутствует, но и с простым хлебом не стоит сравнивать. Этот гораздо богаче по вкусу. Если убрать часть сахара, так как хлеб сладковатый все-таки на вкус, то можно смело подавать его с основными блюдами. Ну а так с чаем просто идеально. Вкусно, интересно, легко. Однозначно советую попробовать. Готовьте с удовольствием, ставьте нравится. Пока!